Ангел-хранитель. Многие люди верят, что душе человека помогает ее ангел-хранитель. Если вы верите в своего ангела-хранителя, очень хорошо. Значит, он существует. Вы думаете о нем, надеетесь на него, благодарны ему, и эти мысли делают его реальным, можете не сомневаться. В пространстве вариантов есть все. Можете даже считать, что мысли создают самостоятельную энергоинформационную сущность, если вам так удобно. Чем искреннее вы будете его любить и отдавать благодарность за всякие мелочи, тем сильнее будет ангелочек, и тем больше помощи сможет вам оказать. В конечном итоге не так уж и важно, существует он независимо сам по себе или создан вашими мыслями. Ну а если в него не верите, в этом тоже ничего плохого нет. Если вам и так комфортно, тогда все в порядке. В конце концов, во что веришь, то и получаешь. Хотя я бы на вашем месте поверил. А вдруг он все-таки существует независимо от веры в него, любит вас, заботится как может, а вы его забыли и бросили. Ему не хватает вашей любви, а значит, он слаб, испытывает недостаток энергии и не в силах помочь своему подопечному. В то же время вы раздаете свою энергию направо и налево деструктивным маятникам. Они тоже могут вам помочь, но только в рамках своих интересов. Чье-то личное благополучие для них ничего не значит. А ваш ангел-хранитель заботится только о вас. Представляйте его в любых формах, в виде младенца с крылышками, в виде облачка, птички или чего угодно. Это совершенно не важно. Сам по себе он выглядит никак. Это вы придаете ему форму в своем воображении. Поэтому представляйте его так, как будет удобно. Даже можете его отождествить со своей душой. Если у вас есть экстрасенсорные способности, вы сможете общаться с ним. Ну а если нет, не беспокойтесь, он найдет способ направить вас на путь истинный, каким-нибудь способом. Главное, никогда не обижайтесь на него и уж тем более не злитесь. Ему лучше знать, от чего вас оградить и куда направить, потому что в сравнении с ним вы слепой котенок. Не вам его упрекать. Вы понятия не имеете, от каких бед он пытается вас уберечь по мере своих возможностей. Есть такая притча о человеке, который встретился на небесах с Богом. Бог показал человеку весь его жизненный путь, где по следам было видно, что Господь все время шел рядом с человеком. Но тут человек увидел самые тяжелые периоды своей жизни, а там были только одни следы. Тогда он обратился к Богу с упреком: «Господи, когда мне было трудно, Ты меня оставил». На что Бог ответил: «Ошибаешься, там не твои следы, в то время я нес тебя на руках». Роль ангела-хранителя трудно переоценить. Уже лишь одно сознание того, что есть существо, которое заботится о вас и по мере своих сил оберегает, дает дополнительный баланс уверенности. А уверенность, порождающая спокойствие, играет очень большую роль в жизни человека. Если вам одиноко, можете разделить с ангелом свое одиночество. Если у вас беда или радость, этим тоже легко с ним поделиться. Но у ангела-хранителя есть еще одно чудесное качество, которое можно использовать. В отличие от вас, он не подвержен действию равновесных сил. Если вас радуют собственные успехи, тогда вы хвалите себя, гордитесь собой. Это хорошо. Лучше перехвалить себя, чем ругать. Плохо только то, что при этом создается хоть и небольшой, но избыточный потенциал. Так что равновесные силы испортят вам праздник души. Вы себя похвалите, а вслед за этим сделаете ошибку или получите досадную неприятность. Что же получается? Теперь надо бояться радоваться за свои успехи даже в тайне. Есть один способ, позволяющий насладиться радостью и гордостью, не создавая при этом избыточный потенциал. Разделите свою радость и гордость с ангелом-хранителем. Ведь он заботился о вас, помогал. Он тоже достоин похвалы и благодарности. Когда вы радуетесь своим успехам и гордитесь собой, вспомните ангела и порадуйтесь вместе. Поговорите с ним. Отдайте ему свою похвалу и благодарность. Лучше хвалить его, чем себя. Не надо притворяться, отдайте свое право на награду искренне. Вам при этом нечего терять, свое вы уже получили, а теперь похвалите и поблагодарите ангела. Думайте о том, что ваш успех – это его заслуга. Что при этом происходит?
ваш избыточный потенциал гордости рассасывается. И в то же время вы без опасения оставляете в себе место для праздника души. Радуйтесь на здоровье. Радость оставьте себе, а гордость отдайте ангелу. Ведь и так понятно, что вашу заслугу никто не отнимет. Вместо того, чтобы создавать избыточный потенциал гордости или благодарить осчастлививший вас маятник, лучше отдайте награду и благодарность своему ангелу. Он не просит у вас энергии, но он в ней нуждается. Если вы считаете, что получили помощь от маятника, можете поблагодарить и его тоже, это никому не повредит. Но маятник и так всегда получит свою долю вашей энергии. Он никогда ничего не дает даром. Не забывайте только про своего ангела. Постоянно напоминайте ему, что благодарны и любите его. Он станет сильнее и отплатит вам сторицей.